Я не знаю, о чем именно ты мечтаешь. Мне все равно, насколько неправдоподобным это может показаться. Меня не волнует, насколько разочаровывающим это могло бы быть по мере того, как ты стремился к осуществлению своей мечты. Но вот что я знаю точно. Это мечта, которую ты держишь в своем сознании, о том, что, возможно, в процессе работы над своими мечтами ты испытаешь много разочарований, много неудач, много боли, много неудач, много поражений. Но в процессе этого ты откроешь для себя некоторые вещи, о которых прямо сейчас не знаешь. Большинство людей считают, что они лишены права стать мега-успешными людьми. Они считают, что их прошлое лишает их права на это. Все они совершают ошибки. Ты даже не представляешь, чувак, я только что развелся. Ты даже не представляешь, что я потерпел неудачу в этом другом бизнесе. Ты не представляешь, что во время последнего спада на рынке недвижимости я потерял все это. Ты даже не представляешь, к чему я пристрастился. Ты не знаешь о моих ошибках. Ты не знаешь о моих слабостях. Ты даже не представляешь, в чем я не силен. Ты просто не представляешь, в чем я не силен. Я всегда был заурядным и заурядным человеком. Я всегда был невидимкой. И поэтому это лишает меня возможности добиться успеха. Так вот, то, что ты регулярно делаешь, это дисквалифицируешь себя. И вот что я тебе хочу сказать. А что, если правда заключается в том, что твои самые большие ошибки — это именно то, что делает тебя квалифицированным специалистом? А что, если это действительно так? Ты поймешь, что внутри тебя есть величие. Ты поймешь, что ты гораздо могущественнее, чем можешь себе представить. Ты поймешь, что ты выше своих обстоятельств, что тебе не обязательно идти по жизни в роли жертвы. Если ты сможешь пережить временную боль, то по ту сторону временной боли ты встретишь другую версию себя. Кстати, всякая боль носит временный характер. Единственное, что постоянно, это наша душа. Даже наши тела временны. Так что всякая боль, какой бы она ни была, носит временный характер. И если ты сможешь пережить это, то с другой стороны ты встретишься с личностными чертами, эмоциями, мыслями, людьми, обстоятельствами, версиями себя, о существовании которых ты раньше и не подозревал. Если ты хочешь воплотить свою мечту в реальность, люди, которые стремятся к своей мечте, знают, что вполне возможно, что ты сможешь воплотить свою мечту в жизнь. Совершенно необходимо, чтобы ты был неумолим, чтобы у тебя был план действий, чтобы ты был творческим человеком. Они знают, что если это произойдет, то только от них самих зависит. И они решают это внутри себя. Все еще не кончено, пока я не выиграю. Люди, которые стремятся к своей мечте, знают, что им предстоит пережить трудные времена. Они продолжают бежать, потому что стараются оставаться внутри самих себя. Как бы плохо ни было и как бы плохо ни становилось, у меня все получится. Я нахожусь здесь не потому, что я очень впечатляю, а потому, что это не так. Каждый раз, когда мне хотелось бросить этот бизнес, я не принимал решение не бросать его до конца своей жизни. Я принял решение не бросать его еще ни на один день. Просто не бросай курить еще один день. Еще один день, еще один день. Держись. А что, если правда в том, что изменить свою жизнь можно всего за один шаг, за одно решение, за одну встречу, за один разговор, за один дополнительный телефонный звонок, за одно дополнительное повторение в тренажерном зале? Ты начинаешь накапливать их еще по одному разу. Вот это и есть разделитель. Ты находишься в одном шаге от того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Ты — это одна новая встреча, одни новые отношения, один новый контакт, одно новое действие, одно новое решение, отдаляющее тебя от того, чтобы перенести свою жизнь с того места, где она сейчас находится, в совершенно другое место. Есть кое-что, в чем ты все еще сомневаешься. Тебе нужно установить с кем-то контакт. Есть одна работа, с которой тебе нужно уволиться. Я не знаю, что это такое, но я знаю, что тебе нужно принять решение, которое выведет тебя на следующий уровень. Потому что решения формируют нашу судьбу, когда они подкрепляются какими-то масштабными действиями. Но ты не сможешь предпринять никаких действий, если сам не примешь решение. Я уже принял решение в своем уме. Я не собираюсь проходить через эту славу и не получу за это награды. Я не собираюсь сдаваться. Я не сдамся. Я переживу все испытания и все невзгоды, которые выпадут на мою долю. Ты познакомился с богатой семьей, которая очень богата. Где-то в прошлом на протяжении многих поколений они таковыми не были. И тут что-то происходит. Вот и появляется тот самый человек. И в каждой семье есть такой-то человек. И вот это событие навсегда изменит нашу семью. В моей семье только я один такой и есть. Мы думаем совсем не так, как раньше. Я единственный, кто у нас есть. Именно я звонил тебе поздно ночью. Я тот самый человек, который часами добивался того, чтобы люди сказали нет. Я тот самый человек, который справлялся с жарой. Я тот самый человек, который печатал все электронные письма на машинке. Я тот самый человек, который отвечал на все сообщения. Именно я справился со всем этим стрессом, забастовкой, отменами, разговорами в спину, людьми, которые не сдержали своего слова, данного мне, и трудными временами. Это я один из тех, кто не спал по ночам. Это я один из тех, кто рано вставал. Я тот самый человек, который нес на себе эмоциональное бремя победы, точно так же, как и ты. Именно ты и есть тот самый человек. Это ты и есть тот самый человек. Ты должен взять на себя личную ответственность за это. Ты должен сделать так, чтобы это стало твоим личным делом, чтобы это произошло. И ты должен решить для себя, что я могу это сделать. Я тот самый человек, который тебе нужен. Я
Я тот самый человек, который тебе нужен. Именно я должен сделать так, чтобы это произошло. Именно я должен добиться успеха в этом бизнесе. Это вполне возможно. Я могу воплотить в жизнь свою мечту. Это просто необходимо. Я работаю над собой. Это я сам по себе. Я должен добиться того, чтобы это произошло. В течение одного мгновения, одного решения, одного дня, одного аккаунта, одного клиента, одной встречи. Твоя жизнь может измениться в одно мгновение. И если ты этого не знаешь, то будешь скучать по ним, когда они появятся. Но что если ты поверишь в это и будешь жить в предвкушении того, что найдешь? Теперь твоя ретикулярная активация видит то, чего раньше не видела. Вот здесь ты видишь то, чего раньше не слышала, чувствуешь то, чего раньше не чувствовала, и это пытается доказать твою правоту. Если ты опустишь голову, если ты сосредоточишься, если ты перестанешь беспокоиться о том, что все думают, если ты начнешь преследовать того человека, на которого ты был способен, если ты начнешь соревноваться с усилиями, которые ты прилагаешь каждый божий день, твоя жизнь изменится.